Всем привет! В этом видео я хочу поделиться, как с помощью одной формы для муссовых пирожных можно приготовить разных видов пирожные. Если вам интересно, смотрите дальше. Мы будем использовать форму яйцо. Надо приготовить муссовое пирожное яйцо, полностью заморозить. Для первого пирожного нам понадобится глазурь капа. Только вместо воды я использовала клубничное пюре с водой. Подробный рецепт этой глазури есть на канале, ссылку оставлю в описании. Полностью замороженное пирожное натыкаем на палочку и макаем в глазурь. Чтобы пирожное не было прозрачное, можно макать 2 раза, тогда будет более толстый слой глазури. Из пластичного шоколада с помощью такой формочки, цветочек, выдавила на каждое пирожное 2 таких цветочка. Потом оставила, чтобы цветочки застыли. Можно поставить в холодильник. Следующее пирожное макаем в глазурь гурме или велюр. Тут можно использовать оба вида глазури. Глазурь гурме – это шоколад с растительным маслом, а велюр – это шоколад с какао-маслом. Одна глазурь более твердая, вторая немного мягче. Когда глазурь стабилизировалась на пирожном, я из кондитерского мешка с той же самой глазури поливаю вот такие полосочки. Для следующего пирожного я тоже использую велюр темно-зеленого цвета. Тут также можно использовать глазурь гурме, но для данного пирожного лучше использовать велюр. Потом кисточкой надо сделать полосочки. С белым шоколадом делаю вот такие точки. И добрались уже до следующего пирожного. Это мы будем делать фисташку. Для этого нам надо взять от шоколадного яйца вот такую упаковку. Может, у вас есть специальные формочки для яиц, чтобы были такие 2 половинки. Наливаем темперированный шоколад светло-коричневого цвета. Я к белому шоколаду добавила 1 галету темного шоколада, и тогда получается вот такой цвет капучино. Распределяем, переворачиваем, чтобы излишки вытекали, ставим в холодильник, чтобы застыл. И достаем 2 такие половинки. На одно пирожное нам понадобится 2 половинки. Само пирожное макаю тоже в велюр. Велюр подготовила такого светло-зеленого цвета. Это зеленое смешала с желтым, чтобы он был более похожий на фисташковый цвет. Далее эти 2 половинки надо подровнять на теплой поверхности. Я взяла сковородку, подогрела и на ней вот расплавливаю, делаю более ровные половинки и креплю к самому пирожному. Чтобы нижняя часть прилипла к подложке, ее тоже надо
провести по теплой поверхности, немного расплавить. И вот такое красивое пирожное, фисташка, получается. И сейчас мы будем готовить такой немного, я бы не сказал, что сложный, но тут нам понадобится немного больше вида глазури, тоже велюр. Для этого пирожного мы можем использовать только велюр. Глазурь гурме может и подойдет, но я еще никогда не пробовала с таким способом готовить с глазурью гурме. Берем темный велюр на темном шоколаде. Дополнительно я еще подготовила велюр светло-коричневого цвета, желтого цвета и такого немного бордового. Но можно обойтись дополнительно с двумя цветами. Глазурь у нас должна быть примерно 40 градусов, основная, которая у нас в чаше. А эти дополнительные глазури примерно 35-32 градуса. Из кондитерского мешка наносим вот такие полоски. И когда мы их выжимаем, нам надо, чтобы они с таким как бы давлением прижимали каждый следующий слой, чтобы немного как бы утапливались все слоя с полосками. И так чередуем все цвета глазури. Натыкаем пирожное на палочку и макаем. Как вы видите, полоски образуются в тот момент, когда мы пирожное достаем. И такое полосатое пирожное у нас получается. Но я думаю, 3 цвета немного перебор. Можно использовать дополнительные цвета, максимум 2 будет достаточно. Можно взять светло-коричневый и желтый. И основной темно-коричневый. Далее декор мы будем готовить из шоколадных хлопьев, хрустящих. Можно взять и вафельную крошку. Как приготовить хрустящий слой, у меня тоже есть видео на канале. Тоже ссылку оставлю в описании. И также подробно рецепт этого хрустящего слоя я тоже оставлю в описании. К шоколаду добавляем эту пасту, подогреваем, перемешиваем. И потом добавляем измельченные хрустящие хлопья. Все перемешиваем до однородности. Подобрала по размеру силиконовую форму, полусферу, которая подходит для пирожного. Яйцо. Распределяю не особо толстым слоем эту шоколадную хрустящую массу. Ставлю, придавливаю яйцо с толстой стороной вниз. Потом ставлю в холодильник или лучше в морозилку, чтобы быстрее застыл. Такое пирожное у нас в этом этапе получается. Потом эти шапочки пирожных я промазываю просто растопленным велюром и макаю еще дополнительно в очень мелкую крошку. Тут можно использовать также вафельную крошку. Можно добавить орехи, измельчить в кофемолке, и чтобы у нас получились шапочки более такие похожие на настоящие. Палочки для желудя. Я взяла вот эти хлебные палочки, тоже макаю в эту глазурь, чтобы цвет был коричневый. Ставлю в этот желудь. И потом, чтобы палочка со второй стороны тоже была коричневого цвета, макаю еще со второй стороны и ставлю в холодильник, чтобы шоколад на палочке застыл.
И вот такие интересные пирожные получились из одной формы яйцо. Кактусу с помощью силиконового молда добавила шоколадный цветочек. Для морковки добавила также из пластичного шоколада такие листики. К клубнике прикрепила застывшие цветочки. Дополнительно на глазурь поставила кунжутные семечки. Получаются очень интересные, оригинальные пирожные. Тут мы можем приготовить любой мусс, любую начинку. В этом случае начинка не такая важная. Я тут показываю идеи самих пирожных. Порадуйте близких, удивляйте гостей. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты, идеи, эксперименты. Всем пока!